В играх, если вы, например, захотите сделать процедурную отдачу оружия, вы столкнетесь с такой проблемой, что руки вашего персонажа будут привязаны к оружию только с помощью анимаций. И если вы с помощью кода попробуете передвинуть оружие, то ваши руки просто не будут следовать за оружием. Именно с такими проблемами нам позволяет справиться инверсная кинематика. С помощью инверсной кинематики мы синхронизируем движение кистей рук персонажа с движением оружия. На экране вы сейчас видите, как это примерно будет выглядеть и настраиваться в финальном результате. Для начала нам нужно создать Animation Blueprint, если у вас его еще нет. Для этого переходим в папку, в которой вы хотите его создать, и во вкладке Animation создаем Animation Blueprint. В этом окне нам нужно выбрать скелет нашего персонажа. Если вы не уверены, какой скелет вам нужен, то тогда можем перейти в главный Blueprint вашего персонажа и во вкладке Viewport выбрать Mesh вашего персонажа. В моем случае это только руки, потому что у меня игра от первого лица. После чего находим Skeletal Mesh Asset и переходим по его пути. Нажимаем на него 2 раза и прокручиваем вниз, пока не увидим скелетон. Это и есть скелет нашего персонажа. Проверяем, где он находится, и теперь мы знаем название скелета для вашего персонажа. Возвращаемся к созданию Animation Blueprint и выбираем этот скелет для создания. Назовем его Character ABP. Заходим в него, и если у вас уже был Animation Blueprint с анимациями, то временно отключить их от выходной ноды, они нам понадобятся чуть позже. А пока что давайте создадим 2 ноды. ToBone IK и Bone Transform Modify. Пока что создадим только 2 ноды, настроим их для левой руки, после этого скопируем и поменяем настройки для правой. Для этого в ToBone IK в IK Bone вставляем кисть нашей руки. В моем случае она называется Hand Left. И смотрите, в моем случае у меня есть также IK кости, кистей. Если они у вас тоже есть, то важно убедиться, чтобы на меш вашего персонажа влияли только обычные кости. IK кости не должны иметь весов. Чтобы проверить это, можем перейти к скелету нашего персонажа и найти те самые IK кости. И попередвигать их. Как видите, в моем случае IK кости не влияют на меш, а на меш влияют только обычные кости. У вас должно быть так же. Изменить веса, убрать их у костей можно в той программе, в которой вы создавали риг. Возвращаемся к Animation Blueprint. Теперь во вкладке Effector Location Space мы должны выбрать World Space, а во вкладке Join Target Location Space мы должны выбрать предплечье нашего персонажа. Для этого выбираем Bone Space и ищем здесь кость предплечья. Если у вас она называется не так, как у меня, и вы не знаете как, то возвращаемся снова к скелету персонажа и начинаем просто перебирать кости, пока не найдем кость предплечья. Но, скорее всего, у вас эта кость будет сразу после корневой, как в моем случае. Запоминаем это название и вписываем его в поле Join Target. Переходим к Transform Modify Bone. Здесь в Bone to Modify выбираем снова левую кисть. В Rotation Mode выбираем Replace, а в Rotation Space выбираем World Space. Готово. Копируем эти 2 ноды и меняем настройки для правой руки. Здесь нам нужно поменять кисти с левых на правые и предплечье тоже с левого на правое. Готово. Соединяем это с выходной нодой. IK практически готово, но помимо IK нам также нужны обычные анимации. Для этого нам нужно создать State Machine. Соединяем ее с нодой IK и назовем State Machine, например, Main. Заходим в него, и здесь нам нужно создать обычную анимацию. Первоначально создадим только анимацию Idle. Ну и, соответственно, нам понадобится анимация для нашего персонажа. Перекидываем ее в поле и соединяем. Но, как видите, так как у меня игра от первого лица, у меня только руки персонажа, у меня нет полного туловища. В моем случае мне достаточно просто соединить одну State Machine с IK. Если же у вас полный персонаж, то вам точно нужно будет смешать анимации оружия и перемещения. И в этом не будет ничего сложного, вы просто финальную ноду, которую вы раньше подключали в выходную ноду, просто подключите к IK, и будет нужный вам эффект. Теперь нам нужно создать некоторые переменные. Первую назовем Hands IK Ways с типом float, а вторую и третью назовем Hand Left Transform и Hand Right Transform с типом переменной Transform. Теперь переходим в окно Event Graph и добавляем сюда все эти переменные через функцию set. Теперь перейдем в главный blueprint нашего персонажа и создадим здесь 2 новые переменные. Первую назовем Selected Weapon, она будет означать текущее выбранное нами оружие в игре. У меня blueprint наследован от C++ класса, и в нем такое название уже задано, поэтому здесь я такое же использовать не могу, поэтому я в конце буду у переменных добавлять нижнее подчеркивание. Вы ничего не добавляете, называете просто обычными названиями.
Какой тип переменной здесь теперь нужно выбрать? У вас должен быть скрипт вашего оружия. Вы же не будете у себя в блюпринте хранить оружие в типе Skeletal Mesh. У вашего оружия должна быть какая-то логика, механика стрельбы. Для этого у вас должен быть скрипт или блюпринт оружия. Поэтому если у вас еще нет скрипта для оружия, это будет выглядеть вот так. Для этого создадим блюпринт оружия, который будем использовать в качестве типа переменной. Создаем блюпринт класс, который наследуем от Act. Назовем его Weapon Blueprint. И вот в него уже мы можем перенести наш Skeletal Mesh оружие. Теперь в блюпринт персонажа мы уже кидаем блюпринт нашего оружия, чтобы он был с типом Child Actor Component. Ну и теперь мы можем поменять тип переменной Selected Weapon на Weapon. И также теперь переменную Hands и K Ways нам нужно повторить в блюпринте персонажа. Теперь мы должны указать нашей переменной, что в ней должно храниться. Для этого используем функцию set, и храниться в нем как раз будет блюпринт оружия, который мы добавили сюда. Перемещаем его в поле, добавляем функцию getChildActor и функцию cast2weapon. А hands и K при старте игры просто первоначально приравняем к единице. Возвращаемся в Animation Blueprint. Теперь находим функцию try_get_pound_ovne, и мы должны обратиться к блюпринту нашего персонажа. Для этого смотрим, как у вас называется блюпринт персонажа, и через функцию cast2 обращаемся к нему. После этого обращаемся к переменным hands и K ways и selected weapon из нашего блюпринта. И смотрите, в player character blueprint мы задали значение переменным функции begin play, которая начинается только в первом кадре. Но animation blueprint начинает свое выполнение еще раньше. Поэтому, когда мы обращаемся к переменным из другого блюпринта, эти переменные в первом кадре будут пустые. Поэтому нам нужно будет сделать проверку с помощью функции isValid на то, что эти переменные не пустые. Теперь можем начать заполнять следующие переменные. Эти переменные будут содержать в себе координаты сокетов в оружии, к которым будут прикрепляться кисти рук. И для этого мы должны найти 3D-модель нашего оружия в качестве Skeletal Mesh. Заходим в оружие, и во вкладке Skeletal 3 мы добавляем два сокета. Это обязательно нужно делать в кости root. Сокеты назовем hand left socket и hand right socket. После того, как их создали, можем сразу передвинуть их примерно в то положение, где у нас будут находиться руки. Возвращаемся в Animation Blueprint, и мы должны найти эти сокеты в нашем Skeletal Mesh. Для этого делаем вот такую логику. Добавляем функцию getComponentByClass и выбираем в нем класс Skeletal Mesh Component. Далее ищем функцию getSocketTransform и указываем здесь название сокета для левой руки. Мы его назвали handLeftSocket. И подключаем его к переменной handLeftTransform. Теперь то же самое делаем для правой руки. И теперь устанавливаем наши переменные. Теперь добавляем в поле hands и K ways через функцию get и подключаем ее ко всем альфам. Теперь добавляем вторую переменную, делаем у нее split. Здесь нужно location подключить к effector location и к translation. Rotation, rotation. И то же самое делаем для правой руки. Готово, можем запускать игру и смотреть, что у нас получилось. Как видите, инверсная кинематика работает, рука полностью прилипла, так скажем, к оружию, но она немножко не в том положении, потому что мы положение еще не настроили. Для этого можем даже не останавливать игру, просто нажимаем на клавишу F8 или Win, например, чтобы у нас появился курсор. И возвращаемся к Skeletal Mesh нашего оружия, где у нас находятся сокеты. Изменяем масштаб окна, чтобы была видна игра, и начинаем позиционировать сокеты. Для более точной настройки, если вам нужно, то клавиша F8 добавляет свободную камеру. После того, как вы все настроите, вы заметите, что ваш локоть находится, так скажем, не в очень правильном положении. Это можно исправить. Для этого возвращаемся в Animation Blueprint. И здесь у ноды toBone и K Join Target Location, и это и есть позиция нашего локтя. А если точнее, то это позиция, в сторону которой локоть будет поворачиваться. И есть два варианта его использования. Первый — это настроить его прямо тут. Мы нажимаем на toBone и K, и у нас появляется в 3D просмотре две вот такие точки. Одна из них, скорее всего, та, которая будет по центру, будет отвечать за effector location. И так как к ней у нас применена переменная handLeftTransform, то мы ее не сможем передвинуть. А вот вторая точка, которая находится в предплечье,
будет передвигаемое. Это и есть наш Join Target Location. И сейчас мы просто его передвинем в позицию нашего локтя в 3D просмотре. И то же самое делаем у правой руки. Повторяю, это позиция, к которой будет стремиться не позиция локтя, а его поворот. Поэтому длина рук у нас не изменится. Мы можем, допустим, поставить эту точку гораздо дальше. Главное, чтобы угол у нас сохранялся. И, в принципе, такой вариант может вам подойти, потому что у большинства оружия в игре, в принципе, локти во время анимации Idle находится примерно в одном положении. Но если вы хотите настраивать положение локтя для каждого оружия отдельно, вам потребуется отдельная переменная для этого параметра. И это будет работать точно так же, как с сокетами для кистей. Поэтому мы просто в Skeletal Mesh для оружия создадим два новых сокета, которые будут являться позициями для локтей. Сейчас проверим, как у нас сработал первый метод, и потом я покажу второй. Запускаем игру. И как видим, наш локоть теперь находится в нужной позиции. Теперь, если вы хотите настраивать положение локтя не в Animation Blueprint, а для каждого оружия отдельно. Для этого создадим здесь две новые переменные. Назовем их Elbow Left Location и Elbow Right Location с типами вектор. И сразу применим их тут. Теперь переходим к скелету нашего оружия, и здесь мы создадим два новых сокета. Назовем их точно так же Elbow Left Socket и Elbow Right Socket. Возвращаемся в Animation Blueprint, и мы их должны заполнить точно по такой же логике, как мы заполняли переменные для кистей. Но на этот раз будем использовать функцию не getSocketTransform, а getSocketLocation. Также при использовании такого варианта нам нужно будет поменять Join Target Location Space с Bone Space на World Space. Теперь запустим игру и проверим, как это работает. Как видите, локоть у нас теперь поменял свою позицию, и он снова находится не в том положении, потому что мы не настроили наши сокеты. Поэтому возвращаемся к скелету нашего оружия и ищем эти сокеты. И настраиваем их прямо во время игры. Примерно вот так. Но теперь у вас может возникнуть вопрос, а что делать, если у меня есть анимация перезарядки, и очевидно, что во время анимации перезарядки оружия у нас руки должны отрываться от цевья. Но ИК полностью прикрепляет руки к оружию, так что даже во время анимации руки останутся прикрепленными. Это решается на самом деле очень просто. Для этого нам нужно будет сделать проверку на то, идет ли у нас сейчас анимация перезарядки. Если у вас еще нет такой проверки, то для этого нужно будет создать переменную с типом bool, которую назовем isReloading. И теперь, смотря какую систему управления вы используете в игре, старую или enhanced input, вы приравниваете эту переменную в значение true, когда нажимаете на кнопку перезарядки. На блюпринтах в enhanced input это будет выглядеть примерно вот так. Добавляем в поле input action reload, и при нажатии приравниваем переменную true. Но после этого нам также нужно будет отследить момент, когда анимация заканчивается. С этим чуть сложнее. Для этого вернемся в Animation Blueprint и создадим здесь новую переменную, которую снова назовем isReloading. Ее точно так же нужно будет приравнять переменной isReloading из нашего блюпринта персонажа. Теперь возвращаемся в AnimGraph и в State Machine Main, который мы создали, нам нужно добавить анимацию перезарядки. Для этого создадим состояние, которое назовем reload. Условием перехода к нему будет isReloading равный true. Также нам нужно будет выходить из этого состояния, а условием выхода из нее будет перемена isReloading равная false. Ну и теперь для самого состояния нам нужно, конечно, добавить анимацию. Для оружия у нас тоже должна быть перезарядка, поэтому для него нам тоже нужно будет создать Animation Blueprint. Создадим Animation Blueprint и в качестве скелета будем использовать ваше текущее оружие. Заходим в него, и здесь нам нужно создать такую же переменную из Reloading. И точно так же приравнять ее к переменной из нашего блюпринта персонажа. Но смотрите, так как оружие в блюпринте персонажа у нас находится в качестве Child Actor Component, мы не сможем воспользоваться функцией getPawnOvna. Поэтому нам понадобится функция getOvningActor и функция getParentActor.
Теперь добавляем анимацию перезарядки для оружия. Заходим в AnimGraph и добавляем State Machine. Нам первоначально потребуется точно так же только две анимации – Idle и Reload. Ну и теперь нам нужно будет отследить момент, когда у нас заканчивается анимация перезарядки. Сделать это, конечно, можно разными способами, но я сейчас покажу, в принципе, достаточно хороший способ. Для этого нам нужно будет сделать event во время анимации. Что такое ивенты? В Unreal Engine они называются Notify. Для этого находим скелет нашего персонажа и во вкладке Animation Notifies добавляем новый event. Назовем его Reload End. И давайте перейдем к анимации перезарядки. И мы должны создать наш Notify в самом конце. Для этого наводимся на строчку с единицей, нажимаем Add Notify и Skeleton Notifies и выбираем наш event. Перетаскиваем его в самый конец. Теперь, как работают эти ивенты? Переходим в Animation Blueprint нашего персонажа, и теперь мы сможем найти здесь наш event. Как видите, вот он. И теперь здесь мы можем указать действия, которые будут происходить, когда наша анимация будет добираться до этого события. Но переменную из Reloading, которая содержится в Animation Blueprint, мы не сможем поменять, потому что она каждый кадр приравнивается к значению из нашего блюпринта персонажа. Поэтому нам нужно поменять именно его. Ищем в нем переменную из Reloading, но на этот раз пользуемся функцией не get, а set. И приравниваем к false. А переменную hands мы должны приравнять к единице. А в блюпринте персонажа добавим приравнивание hands к нулю. Теперь давайте проверим, как это будет выглядеть. Нажимаем на кнопку перезарядки. И наша ИК отвязывается от оружия, и начинается полноценная анимация перезарядки для персонажа и для оружия. То есть в двух анимейшн блюпринтах. Но если вы обратили внимание, то виден очень сильный шов между переходами с ИК на анимацию. Первый способ исправления – это подгонка сокетов для кистей и локтей в оружии для того, чтобы наша ИК совпадала с анимацией Idle. Но прям в точности вам повторить не получится, это будет очень сложно и очень долго. Да и в целом будет хорошо использовать функцию lerp. Как это будет выглядеть? Для этого вернемся в Animation Blueprint и отключим здесь приравнивание hands к единице. А в блюпринте персонажа уберем приравнивание hands к нулю. Вместо этого мы должны сделать условие. В этой конструкции, если переменная isReloading равна true, то мы постепенно начинаем изменять переменную hands vs с ее значения до нуля. А если переменная равна false, то мы начинаем повышать переменную до единицы. Delta seconds применяется здесь при умножении для того, чтобы количество FPS игрока в игре не сказывалось на скорости перехода. А 25 это скорость перехода. Ну и посмотрим, как это работает. Как видите, шов стал менее заметен, но все равно у нас есть большая разница между положением рук в ИК и в анимации. Но на самом деле на глаз бывает очень трудно настроить правильно позицию кистей для ИК. Поэтому опционально мы можем сделать дополнительную логику для удобства настройки ИК. Для этого зайдем в Blueprint персонажа и вызовем функцию debug_k. И создадим для этого дополнительную переменную. Назовем ее hands_test с типом bool. И сделаем следующую логику. И добавим дополнительную проверку перед интерполяциями. И теперь при нажатии на кнопку, которую вы указали в функции debug_k, у нас будет отключаться инверсная кинематика и включаться обычная анимация. И таким образом мы будем наглядно видеть, насколько наше положение ИК отличается от анимации. И настраивать положение сокетов будет гораздо проще. Ну вот, теперь позиция кистей во время ИК почти совпадает с позицией во время анимации. Теперь шов между ИК и анимациями стал менее заметен. Ну вот и все. Если у вас остались какие-либо вопросы, можете задавать их в комментариях, я постараюсь ответить на абсолютно все вопросы. Ну а если я смог помочь вам этим видео, можете поставить лайк и подписаться на канал.